В этом видео я хочу обсудить нежировой живот. Что это вообще такое? Это ситуация, когда у человека выпирает живот, но не из-за жира. В нем не так много жира. По большей части это жидкость. Это состояние называется асцит. Я писал о нем в своей книге в контексте печёночного типа телосложения, так как это проблема печени. Дело в том, что печень настолько поражена, что из нее буквально сочится жидкость. И эта белковая жидкость скапливается в брюшной полости. При этом нормальные здоровые клетки печени замещаются фиброзной рубцовой тканью. То есть клетки печени перестают работать. Поэтому у вас накапливается жидкость. Цирроз не случается в одночасье, он развивается годами. Зачастую бессимптомно, никаких проявлений пока не разовьется. Просто годами потребляете алкоголь или вредную еду, что-то такое. Но обычно все начинается с воспаления. И у такого человека обычно также жирная печень. То воспаление, которое возникает, это часть иммунного ответа. Организм просто заживляет себя рубцовой тканью. Как это лечит медицина? Снижает натрий, чтобы уменьшить количество жидкости. Человеку дают диуретики, а также откачивают саму жидкость. Откуда я знаю? У меня был пациент, профессиональный врач. Он сказал мне, что они при этом делают. Они откачивают жидкость, а через 2-3 недели человек приходит за той же самой процедурой. Я спросил, почему же они не исправляют диету? Он ответил, нас просто этому не учат. Я хочу рассказать, что бы в такой ситуации рекомендовал я. Во-первых, я бы советовал добраться до настоящей причины, до того, что вызвало воспаление и жирную печень. Простые углеводы, сахар, вот это все. То есть следует снизить потребление углеводов. Надо отказаться от всего алкоголя, даже от вина, даже по выходным. Полностью завязать, иначе алкоголь продолжит раздражать печень. В нем есть растворители, это будет проблемой. Третье. Умеренное количество белка. Если есть слишком много белка в чрезмерных количествах, скажем, 200, 250, 300, 350 граммов за один прием пищи, это будет перебор. Также вы можете производить слишком много отходов, аммиака, и это может сказываться на мозге, потому что белки перерабатывает печень, и не стоит ее перенапрягать. Думаю, оптимальным будет 85-170 граммов белка на один прием пищи. С жиром тоже не следует перебарщивать. Пусть жиров будет умеренно. Почему? Потому что при повреждении клеток печени перестает вырабатываться желчь. Желчь производится в печени, а не в желчном пузыре. В желчном пузыре она хранится. Производится она в печени. Людям с циррозом не хватает желчи, чтобы усваивать большие объемы жира. Это может быть проблемой. Четвертое. Крестоцветные овощи. Почему? По ряду причин. Во-первых, они содержат намного больше фитонутриентов, что очень полезно для защиты от повреждений, вызванных окислительным стрессом в печени. Еще это полезно для детоксикации первой и второй фазы. Также они дают много калия и других нутриентов, что помогает с балансом жидкостей. Вместо уменьшения натрия, я считаю, более подходящая стратегия — увеличить калий. Просто потому, что калия нам нужно много. Итак, крестоцветные важны. Также клетчатка из овощей будет питать бактерии, которые затем помогут вам перерабатывать желчь. 90% желчи, которая помогает эмульгировать жиры и оберегать печень от ожирения, производится из бактерий, а их надо кормить. Пятое. Интервальное голодание. Оно крайне важно. Почему? Потому что оно снижает воспаление, которое, собственно, и вызвало цирроз. Очень полезно для оздоровления всего пищеварительного тракта. Далее, номер 6. Время. Нужно быть реалистом. Если у вас цирроз, то надо понимать, что это очень серьезная болезнь печени. Она может зайти так далеко, что вам понадобится пересадка печени. Но вот почему я об этом заговорил. Ко мне пришел один парень, пациент. У него был цирроз и масса проблем с печенью. И у него в голове было представление, что он вылечится через 3-4 недели. Я сказал ему, печень — один из крупнейших органов в теле. Иногда это занимает годы. Я обнаружил, что ему было очень сложно придерживаться правильного образа действий долгое время.
Он просто не мог. Не знаю, что с ним случилось. Но штука в том, что если у вас поражена печень, все может быть настолько запущено, что уже нужна пересадка. Так что вам нужно рассчитывать свои усилия, которые понадобятся на преодоление этой проблемы. А это серьезная проблема. Ну хорошо, увидимся. Если вам понравилось это видео, поделитесь им с тем, кому оно может быть полезно.